Мужики, наконец-таки мне пришло то, что я уже ждал пару неделек. Заказал себе Sega Mega Drive 2 на Алике. Друзья, как вы, наверное, предполагаете, я тоже. Это не оригинальная Sega. Хотя написано здесь у нас Sega, друзья. Написано New. Интересно. Написано здесь у нас Official. Но это не наклеечка, мужики. Это просто надпись какая-то. Вот, в принципе, оформление очень-очень напоминает оригинальную, но я уже посмотрел, говорю, в интернете, это копия, которая визуально в коробке выглядит зачетно. Сейчас посмотрим, как внутри. Я очень сильно надеюсь на то, что там будет приятный сюрприз. Посмотрел, разные ревизии есть, была за 15-12 год, не знаю, это какая. Это Sega на капле, кстати, друзья, тоже, так что там внутри по железу все грустно. Но я это узнал после того, как все заказал, друзья, так что сейчас мы посмотрим, будем распаковывать, что там происходит внутри, и сейчас вот все это дело мы узнаем. Но перед этим давайте посмотрим лучше повнимательнее коробочку. К сожалению, она пришла мне немножечко мятая, друзья. Здесь у нас помялась, только что достал, прям интересно смотреть. Здесь тоже по мелочи помялась, но в принципе это не так страшно. Внутри нам якобы обещают, сейчас, ребята, автофокус буду управлять. Обещают какой-то Deluxe Superstar Soccer. Потом нам обещают Battle Knuckle 3. В WrestleMania зачетный аркад гейм. Я не знаю, есть ли там внутри реально или нет, мужики. Top Gear 2. И, конечно же, Ultimate Mortal Kombat 3. Якобы это там... Хотя, знаете, по коробке не напишут, что это внутри. Так что посмотрим, внутри находится эта игра или нет. Сзади нам написали Software, да, друзья? Это не Software. Это software, не знаю, что это значит, это library. То есть теоретически это реально библиотека игр, которые в приставке, то есть в WrestleMania, но уже не аркад. Бэтмен у нас, Returns, Spider-Man Separation. Не знаю, что это такое Spider-Man, мужики. Потом World Cup, Италия 90, тоже довольно-таки интересно, никогда такого не слышал. Потом у нас Lion King, Черепашки Ниндзя, который называется Ninja Turtles Return. Не Road Rush, но Super Hang-On, Contra 4, между прочим, друзья, мне кажется, сюда не входил, но почему бы нет. Super Mario World. Хоккей, кстати, очень интересно, да, вот элемент, не знаю, вам видно, нет. NHL 08, якобы, ребята, хоккей 2008 года. Punisher у нас, Road Blaster, понятно, что такое, Street Fighter 2, RMB 3. Потом у нас Wolffight, тоже не знаю, что это, Mortal Kombat 5. Супер волейбол, Home Alone 2. Ну, посмотрим, друзья, что там внутри у нас есть. Здесь у нас минимум Sega EU. Можно было выбирать американскую розетку, а можно было европейскую. Выбрал, естественно, европейскую, чтобы не париться. Надеюсь, что это никак не играет на оригинальность. На самом деле, я уже знаю, что это никак не влияет на оригинальность. Так что оригинальность мы будем менять сами, друзья. Нужно будет чисто просто подпаять два контактика, как бы сделать перемычку и переведем мы в NTSC режим. Но пока не до этого, друзья, давайте мы ее распакуем. Посмотрим, как все это дело будет выглядеть. Очень интересно, потому что в комментах люди писали, что вонища от нее стоит прям страшная. Понять пластиком именно, так что посмотрим, друзья. Здесь у меня есть маленькое уже отверстие, так сказать. Так что тут мы и подрежем. Сейчас посмотрим. Честно говоря, я прям только сегодня получил, друзья. Вот реально, прям с работы получил и решил сразу же вообще просто распаковывать. Сейчас уже время как бы спать идти мне потихо, да. Ну, блин, так интересно посмотреть, вы бы знали. Так, пластик мы убираем в стороночку, друзья. Коробочка, да, вот потрогать. Вот знаете, какое настроение сразу поднимается. Слушайте, ну коробка реально, блин, если бы не замялась, то очень даже симпатичная. Мне нравится она, как выглядит. Что по запаху? Коробка, по запаху ничего странного, ребята, нету, да. Ну давайте уже будем распаковывать. Кстати, здесь на разных языках написано про то, какая Sega крутая приставка. Сейчас посмотрим, распакуем, друзья. На самом деле, самое главное, если она будет карики запускать, типа Everdrive, и все оригинальные копии и неоригинальные картриджи, то этого на самом деле более чем достаточно мне. На нее жалуются люди, что плохой звук, но опять же говорю, я не знаю, та ли это ревизия, отличаются они или не отличаются, хрен его знает. Ну все, да, ребят, проверим, посмотрим, затестим и будет понятно. Так, ну что, друзья, поехали. Самый-самый, так сказать, горячий, интересный момент у нас. В коробочке. В коробочке все, больше ничего у нас, друзья, нет. Действительно, коробочка пустая. Поставим ее сюда почетно, красиво, чтобы стояла. Так, тут песочек в стороночку уберу. Коробка, кстати, мята, даже стоять не хочет, к сожалению, друзья. Ну, все, стоит зачетно. Коробочка, кстати, сейчас давайте еще раз автофокус я поправлю. Тут такое ощущение, что он больше снимает мониторыч.
Сейчас мы на приставочку поправимся. Надеюсь, что стало получше. Что по комплекту, друзья? Вот по комплекту у нас геймпадик. Первый есть геймпадик. Есть маленький, аккуратненький блок питания, кстати, да. Вот, кстати, очень напоминает китайские зарядники, которые все время были для Nokia, на самом деле. Потом у нас есть, кстати, AV-кабель, друзья. AV-кабель, кстати, очень грустный, потому что монозвук, да, на звук мы только один провод накинули. Похож стандартный разъем. Я, кстати, заказал себе RGB кабель, он еще не пришел. Дай бог, он будет работать. Второй геймпад, друзья, да, геймпад. Кстати, насчет запаха, на самом деле, если прям вообще принюхаться, то что-то чувствуешь. Ну а так, запах пока никакой особо не чувствую. Ну сейчас, друзья, все это достанем, дело, и посмотрим. Дальше сама Sega, ребята, она весит реально, я не знаю, грамм 100, наверное. Она очень легкая. А сама Sega, что там внутри, я, кстати, понятия не имею. Но по весу это более чем забавно, что она прям настолько легкая, друзья. Да, Sega у нас, конечно, ну, не знаю, сколько вам, друзья, хорошо видно. Пластик. Видно, что он чипный довольно-таки. Реально недорогой пластик у нас. Но так, в принципе, сдалека, да, она вот похожа, да. High Grade Multi-Purpose Use. Что это значит, я не знаю, но очень странно звучит. Cartridge Input. Reset. Звучит, нормально работает. On-Off. Такая тумблерная, да? Ни с чем звук не спутаешь. Но здесь у нас Control 1, Control 2, друзья. Я вообще сказал на английском. Сзади Sega Mega Drive 2 написано. А тут ничего нету. Естественно, это, да, ну, как бы сразу видно, что это Китай. Даже, причем, ножки, кстати, не сделали вообще, да, вот тоже печально. Вот, ну, разъемыч тут есть. Вон, кстати, сама платка, ее чуть-чуть видно, друзья, да, мы видим эту каплю, видим внутренности, сразу все, в принципе, видно. Кварц видно, да, и чип видно. В общем-то, да, в общем, она вот такая, друзья. Тут у нас по разъемам питания, AV-out. Больше ничего нету. База, microSD разъема нету. Тут ничего нету. Переключателей тоже нету. Далее у нас что идет, друзья? Инструкция. Инструкция, картридж слот, reset button, control порт. Кстати, инструкция хотя бы подходящая, потому что они не ввели заблуждение тем, что пока что якобы есть разъем для microSD, кстати, друзья. Этого нету здесь. Step of installation. Кстати, вот у меня видос на заднем фоне, походу, мужики, закончился. Я думал, он подольше будет. Так, ну что я скажу тогда, друзья? Будем смотреть на заставку рабочего стола, что еще остается делать. Давайте будем смотреть, какое качество у геймпадов. Довольно-таки тоже любопытно, на самом деле, друзья, геймпады. Сейчас скажу, вот поделюсь впечатлениями, да. Кстати, приставка вот реально не воняет. Вот люди писали, что вонище это прям нереально. Я скажу, что нет, нормально. Кстати, геймпад, честно с вами буду, да, крестовина не болтается, друзья. А, Б, С, X, Y, Z прям болтаются, слышно, да, вот они болтаются. Из приятного, давайте по-хорошему пройдемся, да. Крестовина очень жесткая, прям чувствуешь. Даже так видно, как она прям нажимается. Мне прям нравится. Если сравнивать с Sega, которая у меня HDMI-ская версия была, там крестовина такая помягче была, расхлябана. Тут реально жесткая, хорошая резинка. Мне прям приятно нажимать. Я даже удивлен, я думал, говнище будет. Старт жесткий. X, Y, Z, A, B, C. Слушайте, внешне выглядит не очень. Я не знаю, сколько вам видно, друзья. Давайте поближе вам покажу все это дело. Сейчас зазумим все это. Вот. Значит, внешние цвета у кнопок, конечно, довольно-таки унылые. Какой-то такой желтый, блеклый, непонятно. Да, но в принципе они ровные, они не залипают. Они только вот болтаются, дребезжат. И сам, в принципе, пластик не очень красивый, так видно, да. Ну, блин, скажу, скорее норм, чем хреново. Играть, мне кажется, реально будет нормально, потому что кнопки сами все по нажатию довольно-таки неплохие. Ребят, ну честно скажу, я прям почитал, какое-то говно будет, но скажу, что пока что, наверное, еще хорошие стороны, не так все и плохо, да, по качеству. Второй геймпад. Видно, что недорого, друзья, но что мы хотели за эти деньги тоже, да, это самая дешевая консоль. Это самая-самая реально дешевая Sega, которую можно вроде как даже купить. Тут, кстати, вот влево нажимается уже не так приятно, как вправо вверх, и как в другом геймпаде. Ну да ладно, ребят, что по длине провода, кстати, сейчас вот мы размотаем немножечко, посмотрим. Пишу, что жутко короткий провод. Действительно, он просто нереально короткий. Вот я его весь размотал, друзья.
Извиняюсь, что то, что у вас опять все размылось. Вот, да, ну провод, блин, друзья, это, ну, это как бы реально просто прикол. Я не знаю даже сколько он. 30, 60, ну, наверное, 80 сантиметров, 90, может быть, да, где-то. Очень короткий проводочек. Сейчас посмотрим, как он в слотик подключается. Напоминаю, вот эти движения уже знакомы. Блин, вот в Сегу в таком формате, ребята, я не играл, я не знаю, сколько лет уже. Ну, кстати, геймпад, в принципе, вставляется довольно-таки адекватно. Так что по разъемчику все, в принципе, норм пока что, да. Давайте посмотрим блок питания. Тоже, да, все в порядке, нормально, спокойно подключается. Провод на аудио и на видео. Господи, скорее пришел бы мне уже с карточки кабель. Ну, будем с этим тоже тестить пока. Включается, в принципе, нормально тоже, да, друзья. Так, ну что, давайте, наверное, попробуем посмотреть, как у нас будут ставиться карики. Я знаю, что вы ждете все, чтобы подрубил поиграть. Так, что у нас с картриджем, ребят? С картриджем у меня все очень грустно, да, я еще видно, что не готов. У меня есть Дюна. Просто, да, необходимая классика. Тоже на Алике покупал, еще не тестил. Не знаю, работает вообще не работает, но уже скелет лежит. Проверяем. Вставляется все ништячок. Уже хорошо. Потом мне Сильвестр ответит, друзья. Картридж старый из 2000-х, но один из современных. Так что новая игровка была в свое время. Сзади по-русски. Кстати, да, вам понравится. Поставил картридж, все, шторку заклинило. Прикол, да? Реально просто поставил картридж, блин, слушайте, ну, да ладно, да. Проверили. Качество вставляется тоже все в порядке. Ну, так, ради интереса, но... Застрял, ребят, картридж. Прикол. Он реально застрял. Блин, вот достается. Слушайте, туговато достается, и у нас, вот видите... сказать, уже для картриджа эта штучка розовая, она прям заклинила ее. Ну ничего, будем проверять, главное, как работает. Еще у меня есть картридж тоже, ребята, из новоделов. Sega, в нем несколько игр, 4 игры даже. The Clue, Home Alone 2, Рэмбо. Наверное, третий, но плохо видно, друзья. И Красти Фанхаус. Они вроде как полностью на русском, все, даже описание есть. Упал я в 2021 году, кстати, да, вот тоже интересно, что здесь у нас... Картинка совершенно не соответствует, да, то есть здесь у нас Красти Фанхаус, тут у нас Симпсонс написано. Ладно. Home Alone 2, в принципе, довольно-таки близко, ну ладно, ничего так. Рэмбо 3. А вот Клю, кстати, русская версия здесь написана, здесь совершенно другая картинка. Ну, друзья, хватит разговоров, давайте подключим, посмотрим, что вообще, как Sega себя это представляет, как она работает, мне очень интересно узнать. Проверим обязательно тоже EverDrive, китайскую версию обязательно. Работает она, не работает. И самое главное, я переведу в NTSC режим, сравним звук. Звук буду снимать напрямую с нее. Так что, ребят, сейчас все посмотрим, узнаем. И еще хотел сказать, вот сейчас это я смотрю в руках. Есть стыки, которые не очень ровные. Прямо вот здесь вот видно, что все криво. Ну, она зато, кстати, не скрипит. Но, мне кажется, один раз ее уронишь, она сломается. Смотрите-ка, шторка-то обратно стала, да? Ага, понял. Надо, короче, снизу ее долбануть, и все нормально. Вот, смотрите, заклинило. Обратно встал. Ну все, отличная приставка. Пойдемте тестить, друзья. Включил я приставочку. На самом деле я уже ее потестил, я ее прям пообкатывал. Поэтому давайте сразу конкретно вам расскажу, что да как. В общем, в игре самой есть 368 игр. Ну, вы понимаете, да, что за 368 игр это как бы стандартная многоигровка, в которой куча страниц, абсолютно одинаковые игры. Давайте пощелкаю вам покажу. Но, в принципе, интересно, что здесь что-то включили уже встроенное. Потому что, когда врубаешь приставочку, то есть уже во что поиграть. И у нас здесь есть Afterburner 2, Барби Соник, друзья, есть. Это на самом деле просто Соник, называется он Барби. Bubble Soccer не смотрел, Флики не смотрел, Блок 2002, Тетрис идем сверху в 3D, Али Пинг. Ну, в общем, пожалуйста, даже на первой странице уже Afterburner повторяется, правда, здесь двойка написана не римская, это все отличие. Потом Happy Sonic вместо Барби Соник. На следующей странице у нас Afterburner 2 снова, Happy Sonic 1 теперь. Потом у нас Afterburner 2 снова, Monster Sonic, друзья. Потом Sonic Boys, это абсолютно одна та же игра. Можно запустить Blast Omega Race, которая, мне кажется... она была до этого тоже, Battle Omega была. Там здесь игр получается, ну, на одной странице. То есть раз, два, три.
4, 5, 6. 6 игр. То есть 6 игр, и они просто на каждой странице повторяются. Так что, друзья, вот с этим очень интересный нюанс, на самом деле, ну, блин, печально. Сразу зайду немножечко вперед, скажу, что приставка запускает все картриджи, друзья. Абсолютно все картриджи работают. Это огромный плюс этой консоли, несмотря на то, что она супер дешевская, на ней все работает. Работает вплоть до того, что EverDrive, ну, с Алика версия, она работает. Можно ей скидывать игры на карту памяти, запускать с помощью этого картриджа. Вообще без проблем все работает. Все отлично. То есть больших плюсов приставки я скажу, что мне очень понравилось. Потому что у меня были от эти Game Sega, они не запускали все картриджи. Здесь все хавает, все работает. Жирный плюс у нее. Из минусов также я перечислю еще, что у нее только монозвук. Мне сейчас должен приехать еще RGB кабель. Мне кажется, он просто тупо работать не будет. Так что посмотрим. Приставка пока что у меня в PAL регионе работает, друзья. Так что все очень медленно на самом деле. И мне очень сильно не нравятся черные вот эти полосы сверху снизу, которые сейчас, видите, я специально их оставил вам показать. Вроде как после перевода в NTSC это все не будет. Когда будет смотреть видео, у вас сразу будет тест, конечно же, в NTSC, а я пока еще сам-то не знаю, насколько все изменит. Давайте пока посмотрим, как работают сами игры. И, кстати, народ очень жаловался на звук. Мне он показался нормальным. Он медленный из региона, но мне кажется, он нормальный. Еще я не сказал, кстати, про геймпады в комплекте. Это полное говно, друзья, прям вообще конкретно. Они вроде выглядят норм, но там такой короткий провод, что у меня, грубо говоря, ну вот так находился геймпад. Ну, может, вот здесь вот. Мне пришлось покупать другие, вот такие аккуратненькие, симпатичненькие геймпадики купил. Про них отдельно могу сказать. Так что, друзья, давайте посмотрим в Afterburner, как играется. Так что это встроенная сейчас игра. Картридж я не ставил. Сейчас запустим, посмотрим. Но вот черные полосы снизу, сверху, это вообще вот прям, ну, как-то вообще вот. Меня очень это удивило. Я не знаю, почему так здесь работает. Но, говорю, друзья, вроде бы как, после того, как я захерачу... Я уже подвис Afterburner. После того, как я перемычку поставлю на материнке, ну, так называемой, да, материнке, вы ее увидите, мне, кстати, уже подбили, да? Материнка, кстати, здесь, да, тоже это отдельно слушать внимание, я про него еще расскажу, опять же, буду снимать часть. Не знаю, как все это расположу в видосе, но буду снимать часть с внутренностями самой консоли, и посмотрите, друзья, на самом деле, на внутренности. Грубо говоря, это Sega на капле, там ни хрена внутри нету, вот, да. Ее знатно обсирают в интернете, я специально все по фотку расскажу. Я скажу, не так все плохо, друзья, на самом деле, потому что я играл в фирменную Sega от AT Games, но это реально позор, потому что там у меня ничего не работало. Здесь же у меня все отлично работает, на самом деле, поэтому... Как бы кто ни ругал эту Сегу, мне кажется, нормальный вариант, чтобы погамать посеять. И самое главное, она запускает EverDrive, друзья. Хорошо, что, кстати, сюда засунули Afterburner. Мне, кстати, он очень нравится. Кстати, забыл самое главное сказать, друзья, я же покупал себе HDMI Сегу. Я скажу, что лучше играть реально вот на таком железе, именно потому что кинескопчики, блин, ну настолько хорошо смотрятся, реально все сглаживает абсолютно. Вообще никаких нареканий нету. Так, давайте запустим Соника, посмотрим, друзья, все-таки мы сели все потестить, посмотреть, как все это дело будет работать у нас. Жалко, что нужно каждый раз вставать. Соник, который вовсе не Соник, это Барби Соник, друзья. Мы сейчас посмотрим, что же, как он работает. Очень хочется поскорее перевести Сегу в NTSC, посмотреть, насколько все лучше станет работать после этого. Но звучит так, как будто немножко тональность нарушена. Что-то с ней не так. Как бы оно медленно, и еще сама тональность нарушена. В моих воспоминаниях немножко не так звучало все это дело. Все равно есть желание купить оригинальную Сегу, на самом деле, чтобы звук нормально словить. Не могу сказать, что прям противно звучит, но когда знаешь, что в оригинальном звучит лучше, то, конечно, не очень кайфуешь. Зато жирный плюс этой Сеге можно дать за ее внешний вид. Она реально очень хорошо дублирует
ту Сегу, которая у меня была, когда я был мелким, очень сильно напоминает внешне. И на самом деле, если ты не разбираешься и абсолютно ничего не знаешь в приставку, то мне кажется, что эта Сега может сойти за реальную Сегу. Как медленно, кстати, чувствуется. Мне кажется, что первый Соник — это единственный Соник, в который я реально прям играл. На кинескопе, конечно, играть реально другие ощущения. Вот на полном серьезе. Я не знаю, как это работает. Краб. Как-то даже интереснее становится. Вот честно слово говоря, я вот недавно ловился на мысли, что я сел поиграть на Sega стике, и, блин, как-то мне не кайфово, короче, было. Я подумал, что мне надоели уже, наверное, игры. Двухмерные, но на самом деле дело не в этом. Дело было скорее в том, что мне просто не нравится играть на современном телевизоре на HDMI. То есть, ну, серьезно говорю. Я знаю, что если всякие ретро-тинки и прочие приблуды, чтобы как-то улучшить изображение, но, блин, мне оно на самом деле... Вот сколько я не ковырялся, на самом деле, мне кажется, что лучше всего играть просто на старом телеке, свете гаммы. Ну, вы сами видите, на самом деле, изображение, друзья. А мне, знаете, что-то не получается, короче, как этот, ускорить его, Соника, реально говорю. Мне казалось, что нажимаешь... реально, прикиньте, кнопка, короче. Ну-ка, подождите. О, зависло. Прикол. У меня на геймпаде, короче, есть кнопка Normal, Turbo и Slow. Я даже подумать не мог, что он меняет скорость игры. Причем режим Normal и Turbo абсолютно одинаково, а Slow реально замедляет. Интересно, кстати, функция в геймпаде, я даже не знал, что она работает, зачем она нужна. Мужики, для чего она нужна, кто расскажет? Колечки растерял, мужики. Что сейчас, кстати, в турбо играю? Ну... Я даже особо не старался, но прошел первый уровень, друзья. В общем, на самом деле, все понятно со встроенными играми, играть там не во что. Но мне хочется посмотреть все равно на гоночки, которые там есть. Чисто из любопытства, что это гонки. Сейчас посмотрим. Bubble Soccer, Флики, Блок, Али, Пинг, Омега Рейс. Давайте глянем, ребят, на Омега Рейс, а потом посмотрим, как картриджи работают. Ну, так сказать, что вы убедились, что все хорошо же работает. Ага, это Омега Рейс. Понятно. Шутки шутками, но я в свое время очень много в Астероид играл на мобилке. Мне очень нравится, на самом деле. Знаете, вот некоторые игры, если они берут свою простотой, и это примерно та самая игра. А единственное, что меня не устраивает, это то, что, блин, на весь экран это в середине штука со счетом висит. Довольно-таки сложно, кстати, играть. О, кстати, если слово перевести, то зачетно. Да, явно не ради этого Сегу покупал, да, друзья, но... Понятно все. Ну что, мужики, давайте проверять картриджи, которые еще у меня тоже есть. У меня есть много игровка. 4 в одном, причем на русском языке, друзья, еще, да. Мы сейчас поставим аккуратненько. Перезапускаемся. О, работает. Этот картридж я покупал в 2021 году. Друзья, у меня с ним теплое воспоминание. 200 рублей я за него платил, на самом деле. И я его покупал, чтобы когда-нибудь в него поиграть. И только спустя 3 года смог в него поиграть. У меня до этого была Sega IT Games, и он там не работал. Просто-напросто он не работал. Игры здесь дерьмище. Ну, как бы такие посредственные. Но мне просто хотелось, чтобы у меня был хоть какой-то картридж. Сразу, чтобы с переводом. Ну, интересно было, наводил. Давайте Рэмбо 3 запустим. Надо поскорее в НТС перевести, посмотреть будет. magicgame.ru. Я, кстати, хз, работает сайт еще или нет, ребят? Кто шарит? Реально зачетно, что эта консоль вообще все хавает, просто все работает. Потому что кто-то писал, что Сеги на капле обычно, они не запускают картриджи
не бывает многоигровки и могут не запускать картриджи типа Everdrive. Но здесь все работает. Один игрок, два игрока, один, ребят. Звучит, конечно, оно... Погнали. Проникни в тыл врага, игрок один, старт. Вот это я понимаю. Очень не нравится, что пол сверху снизу есть, но это стопудовая особенность того, что игра в Sunspot регионе. Еще, кстати, огромная разница есть по сравнению с игрой на, опять же, Sega Stick, это здесь никакой задержки. И, блять, оно реально чувствуется, ребята, извиняюсь. Потому что не ожидал, что я скажу это. О, ни хрена, одно попадание, все сурово. Не ожидал, что скажу это. Знаете, вышку херня. Но там реально все-таки есть задержка. Здесь я просто ничего не чувствую. Сейчас. О-о-о. Снял его. Очень хочешь 60 Гц перевести, мне кажется, 60 Гц вообще игра бы просто летать. Я хотел ему мину поставить. Игрок один, конец игры. Ну, работает нормально, ребят. Все понятно. Да, еще разок попробую. Проникни в тыл врага. Давай. Мину, давай. Блин. Да, блин, управление надо привыкнуть. Слушай, сложно играть, реально. Ну, на полном серьезе говорю, мне прям охренеть как интересно. Я не знаю, как это работает. Какая-то магия. Давай мину ему херач. Да, блять. Слушай, снимает моментально вообще. Один дома, Рэмбо 3. Давайте Симпсона допустим, посмотрим. Вевер написано. Барт против космических мутантов. Неплохо для сей, кстати, выглядит. С помощью этой машины мы создадим ужаснейшее оружие, тогда мы покорим эту ничтожную планетку. Найди все розовые вещи, раскрась их или избавься от них любой ценой. Блять, что за кислота? Че, все что ли? Блин, ребята, как играть это вообще? О! Это та самая игра, в которой абсолютно все тебя убивает, что бы ты ни делал. Ребят, прикиньте. Я, кстати, в нее в свое время не играл. Ну, и не жалею, наверное. Надо сверху идти и там. Ага, зачетно. Нахрена оружие? Это пришелец. Это отсылка к этому. Блин, как фильм назывался? Забыл, ребят. Нахрена мне баллончик нужен? Тебе толку никакого. Эти люди, они тебя не заденут, в принципе, если это люди. Интересно. Как подобрать эту штуку, интересно? Твой став. Подождите, надо все розовое найти, скажем, там что-то раскрашивать. Это и есть суть игры, что ли? Раскрашивать помойки?
Да, забавно, друзья. Не жалею, что я в эту многоигровку до этого не поиграл, на самом деле, друзья. Специфично, специфично. Ну, как говорится, посмотрели всякое говнище, друзья. Ну, такие, скажем, не самые лучшие игры. Давайте перейдем к чему-то более серьезному, ребята. А мы запустим картридж, который я получил на Алике, MD V3 Pro. Я не знаю, вам видно его или нет, друзья. Вот он, картридж MD V3 Pro. Сейчас мы его запустим. Он сразу шел с картой памяти, с кучей игр, что очень классно на самом деле. Картридж. Ништяк. Запускаемся. Вот он, друзья. Тут у нас уже как бы все серьезно, да. Здесь у нас игры разбиты по алфавиту. Запустил уже игру какую-то. Что я запустил, интересно? Mortal Kombat 3, ништяк. Здесь на самом деле не знаю, кто когда пользовался или нет. То есть ты сначала включаешь игру, она прошивает картридж, и потом приставка видит, как будто этот картридж с игрой. То есть каждый раз нужно ждать, когда у тебя, например, флеш-память на картридже перепишется. То есть это так немножко специфично, и то есть за счет этого у тебя игра не сразу запускается, нужно все время ждать. Но ты вот прошил картридж, например, включаешь, и можешь сразу же включить игру, не выбирая, грубо говоря. Третий Mortal Kombat, друзья, это уже серьезно, это уже не шутки. О, как звучит медленно. Что-то мне подскажет, что у меня в моем детстве Sega была... Sega была в тоже НТС регион, потому что 100% так медленно она не звучала. Прям спать захотелось, так медленно звучит. И вот эти две полосы сверху-снизу, я очень надеюсь, что когда я переведу в НТС регион, ребята, они пропадут, потому что невозможно с ними играть. Никакого удовольствия. Звук, конечно. У Mortal Kombat в 60-50 герцах он всегда играется отлично. Кстати, он реально зачетно выглядит на Сеге. Я вот вам говорю, друзья. Но он не так зачетный, как на плехе, конечно, первый выглядит. Отхерачили меня. Кстати, вижу немножечко по телеку шум бежит, рябь есть немножечко. Не критично. В свое время хуже было, когда я играл через RF-модулятор. Но, конечно... Ну, как я запустился... Ну-ка, давай ее еще снимем. Самонаводящийся. Хрен с ним. Не пойму, какое-то чувство появилось сейчас, задержки у меня, друзья. То ли с геймпадом что-то не лады, то ли... Потому что герцовка херо очень медленно звучит. Но мы переведем в 60 герц. Мне кажется, что достаточно сейчас сделать тестов на 50 герцах, и я понял, что это вообще не играбельно совершенно. Никакого удовольствия от игры. Хотя нет, вру, удовольствие все равно есть, но это не играбельно. Обязательно сравню именно музыкальное сопровождение, включу Comic Zone, там есть музыкальный проигрыватель, и можно будет там послушать, как звучит Пали, а как в НТСЦ. Реально быстрее меня успевает все делать. Джекс. Все звучит, конечно, уныло. Но... Смотри-ка, быстрее его отработал. Наверное, 50 герц мне на помощь пошли, что компик медленный.
Ну что, друзья, давайте я буду распаивать НТСЦ и посмотрим, как будет в НТСЦ это все работать и выглядеть. Что ж, друзья, я перепрошил, так сказать, Сегу. Теперь она в НТСЦ регионе. И я скажу, что, блин, на самом деле намного стало лучше. Игры работают с нормальной скоростью. Приятно стало играть, отличная отзывчивость. Одни, в принципе, жирные плюсы на самом деле. Если бы не появление радуги на экране, не знаю, насколько вам видно, но как будто немножко вокруг цветов, ну, появилась радуга. И самое обидное, что Sega, к сожалению, как обнаружилось, не поддерживает RGB кабель, и поэтому нам, друзья, приходится мне играть так, как есть, немного размытыми цветами радужными. Так что, говоря конкретно, чем эта Sega хороша, чем она плоха, говоря о картиночке, друзья, вам скажу, что картинка хорошая, но вот в цветопередаче есть реальные вопросы. Вот, в остальном же, на самом деле, скажу, что в плане изображения, мне кажется, ну, ничего не скажу, потому что самое главное, заметил, что игры не тормозят, ну, то есть это не эмулятор никакой, никаких косяков в этом плане нету, все отлично работает. И, ребята, я знаю, о чем я говорю, потому что я играл на Sega Stick HDMI, мне, в принципе, все нравилось, но теперь я понимаю, насколько чувствуется разница, когда действительно отличная, прям без задержки передача данных с геймпадика прям на консольку, и оно чувствуется, прям вот когда играл до этого на Sega Stick, думал, что там нету задержки, да, но, друзья, скажу, что сколько сейчас здесь поиграл, я понял, что такое реально нет задержки, просто моментально все приходит, очень быстро, действительно. Игры ощущаются лучше даже намного. Вот сейчас я играю в Comic Zone и специально вам поставил картридж, вы увидите MDV3 Pro, чтобы доказать, что действительно игры запускаются без проблем с Everdrive, всех остальных таких вот кариков. Сейчас у нас Mortal Kombat, Comic Zone, а потом я запущу Mortal Kombat. Вот, хотелось вам очень сильно показать, как все это дело работает, на самом деле, друзья. И, кстати, единственное, что тоже не очень нравится в приставке, так это то, что звук у нее моно. И действительно, я не знаю, насколько вам будет это слышно, но при записи, в принципе, реально заметно было, что один канал только звука работал. И, к сожалению, это мне совершенно не понравилось. И ничего с этим не сделать. Я вот на Emuland писал ребяту, ну, парнишке одному, он сказал, что, дружище, тут тебя Китай Китаем. И вообще, в принципе, ты ничего и не сделал, блин, надо было ножик использовать, мужики. А второй нельзя, да? Ну, давайте обратно нашего друга крысы заберем. Вот, но мне на самом деле, опять же, да, за свою цену приставка очень нравится, потому что на ней все работает, ничего не тормозит, ничего не лагает. В принципе, хорошие впечатления. Самое главное, игрушки можно теперь скинуть все на русском, и все работает. Потому что у многих, я так понял, не запускались именно картриджи, флеш-картриджи, так тогда, друзья. Здесь же с этим проблем нет. Надеюсь, что звук, кстати, тоже хорошо записался, и вам будет хорошо все слышно. Пока немножечко поиграю с Comic Zone, потом Ultimatic запустим, может, что там еще, чтобы вы сами могли оценить, как, что работает, и вообще все сами совершенно прозрачно, друзья. Фигню не рассказываю. Вот. И саму хотелось узнать просто реальный отзыв об этой консоли. Перед тем, как купить, читал, заказал в итоге, потом понял, что говно, потом где-то пишут, что нормально, и невозможно было определить. Но в PAL регионе в нее точно не стоит играть, точно скажу. Да, и, кстати, я вам обещал записать сравнение звуков. Блин, вот, между PAL и NTSC, а я совершенно забыл, друзья, на самом деле, это сделать. Я просто спаял быстро консоли и думаю, блин, когда... сдох. Ладно, давайте перезагружаюсь, посмотрим Mortal. Ты проиграл, человек. Интересно, друзья, что сейчас есть такая возможность, что игры просто с переводом можно запускать. Раньше о таком и мечтать не могли. Игры на русском такого просто не существовало. Ну, вот я помню, сколько играл в свое время, так не находил. Это у нас сейчас, друзья, картридж загрузился. Так, вот, выбираем игрушечку. Так, давайте Ultimate Mortal Kombat. Где же он? Urban Strike. Кстати, Urban Strike тема вообще, кстати. Вот он, Ultimate.
Запускаем, друзья. Сейчас будет картридж прошиваться. Кстати, да, вот игры работают на 4 метра без проблем, на 3, на 2. Запускал разные. Все отлично грузится и работает. Так что, блин, на самом деле, ребят, в плане играбельности сложно прикопаться к консоли, потому что она выполняет основную функцию. На ней все работает и можно отлично играть. Вдвоем, одному, все хорошо играется. Хотел вам, может быть, что-то еще показать внутри, само железо, но потом в итоге статью накатал. Так что, думаю, вам ссылочку просто скину тоже в комментик на статью саму. Вы сможете, если хотите, почитать, посмотреть. Так, ну сейчас у нас уже, смотрю, Mortal подгружается. Надеюсь, что хорошо отрегулировал громкость и не будет очень тихо меня слышно или очень громкую игру. Ну, проверим, друзья. А в принципе, когда, кстати, для тех, кто не знает, один раз картридж прошил под игру, и когда отключаешь приставку, то у тебя сразу может эта игра, грубо говоря, грузиться. Вот, ну, достаточно старт кнопку нажать. Но так как сейчас у меня разные игры, мне каждый раз нужно прошивать. Кстати, тут видно, что не идеально я телевизор отрегулировал изображение. Любое знание есть сила. Музычка какая сразу. Вон, видите, справа в углу текст плывет, там как бы Midway написано. Вот тут огромный косяк консоли. Ребята, я купил RGB кабель, но просто на плате недостаточно выводов. И, к сожалению, он просто не работает. Поэтому это и есть сейчас сегодняшняя у меня единственная причина, по которой я хочу купить реальную оригинальную Сегу, чтобы просто можно было тупо поиграть по RGB кабелю, чтобы вот без вот этой херотни размытой было. Но в принципе, если вы не придирчивы, да, если вам хочется просто, чтобы гамалось хорошо, то, ребят, можно ее смело брать. Но мне хочется что-то получше. Ёп, нихера себе. Ультимейт какой быстрый. Я вчера играл, ребят, в Mortal Kombat Армагеддон на PS2. Господи, он, конечно, медленный, по сравнению с этим вообще не сравнится. Мне причем, кстати, положили сразу же здесь. Все довольно-таки красное, кстати, тут в этой локации. Как у него что-то делать, интересно. Ух. Слушайте, реально сложно. Кстати, на Сеге мне как-то вот управление привычно. Играю херовей. Сейчас другого Сабзирыча выберем. Но на удивление мне удобнее играть на Сеге, чем на первой плешечке. Опять же, Ultimate Mortal Kombat это отличный тест, чтобы посмотреть, насколько все хорошо работает. Друзья, реально работает все зашибись. Вообще просто ноль задержки. Отклик отличнейший просто. Очень нравится, как ведет. То есть, блин, реально, это не эмуляция, ребята. Это на говночипе просто приставка воспроизводит Сегу. Засранец. Вот я выбрал Сабзирыч. Уф. Блять. Слушайте, а они причем сам прикол, даже в начале игры они сложны уже. Ну или я просто нубяра. Ну, я знатно нублю. Ермак-то, кстати, сильный. Помню, что комбо, в принципе-то, побольше делал. И 4, и 5 убивал. Тут что-то как-то вообще тяжело пошло. Ну, давай, переходи на ноги. Нормально, нормально, нормально. Помолчу немного, чтобы хотя бы музыку послушать, как работает. Захерачил меня. Бруталити, ребят, чем вам не фаталити? Ну давайте чем другое выберем теперь. Проверили Mortal. Даже не знаю, что сейчас выбрать, друзья. Я у вас спросил, но это не стрим, к сожалению. Можно Rock'n'Roll Racing выбрать, но сейчас посмотрим. Battletoads, Batman Forever, кстати, что же есть зачетная штука. Просто это я скачал чисто игрушки на русском, ребят, все с переводом. Даффи так, Тетра. Demolition Man, кстати, зачетная игра, помню, все время играл.
Doom Troopers. Давайте Doom Troopers запустим, друзья. Doom Troopers, кстати, помню, в плане графончика на Сеге, конечно, он прям это... Что-то с чем-то, на самом деле. Картиночка просто шикарнейшая. Долго-долго так. Сейчас он прошьет. Кстати, да, вот тоже, если какие вопросы были по поводу карика AMD V3 Pro на Алике, ребят, ну вообще можете смело брать, реально. Ноль нареканий. Он еще с картой памяти радиет и сразу с игрушками встроенными. То есть, в принципе, при желании можно даже ничего не скидывать. Его купили, поставили играть. Мрачно как. Вдвоем, кстати, в него рубашить вообще зачетно было. Персонажи-то, ребят, да? В 3D, считайте, сделано. Мич Хантер. Старт надо нажать. Вот я вам, короче, говорю, я реально на Sega Stick играл. Вообще ни хрена общего. Она реально такая быстрая, даже сейчас удивлен. На Sega Stick она точно медленнее работала. Хотя я вам рассказал, что Sega Stick зачетно работает. Да, но когда ты сравниваешь, так сказать, с оригиналом, ты понимаешь, что эта игра жесть просто. Слушайте, а что не присесть? А вот присесть могу. Давай его херач. В плане геймплея, друзья, тут прям сложно по ним попадать немного. Прикол, что, кстати, бошки можно отхреначивать. Садись, садись. Саундтрек прям реально узнаю. Вот. Привет, детство. Давай, давай его херач. Помню, что там босс в конце. На шипу припал еще. Блин, друзья, реально сложно. Прям вообще в шоке. Хрена себе даже не попасть. Прикиньте, гейм овер. Давайте еще разок. Тут специфика, кстати, что когда ты стреляешь, он останавливается. И я еще помню, что реально запарно, что он патроны кончаются. Этого хрена сейчас снова. Я, кстати, помню, что у меня патроны кончались тут реально. Блять, сдох. Охренеть. Сейчас попробуем подобрать. Их, по-моему, бить надо, точно. Да, я забыл. ППшки. Вот знаете что, я скажу, что по-другому ощущаются игры 8-битные на кинескопном телеке и игра на Сеге с нулевой задержкой. Вот серьезно. Я думал, что я наигрался с 16-битной игры, вообще сидел сбоку. Но я вот сейчас сижу играю, я понял, что нет, я не наигрался. Просто мне не нравилось, как они там работали. И сейчас я понимаю, что с огромным удовольствием проведу стримы и с вами поиграю. Мне кажется, вообще кайфово будет. Игра, кстати, вообще от души. Ого. Сложно, кстати, по ним попадать. Еще утонуть можно. Ничего себе. Да, друзья, ну, Doom Troopers проверили. Давайте, не знаю, посмотрим, может, если Rock'n'Roll Racing есть. Абсолютно во всем, кстати, я знатно занубил, прям потому что игра действительно сложная. Zero Tolerance. Давайте Zero Tolerance запустим. Я не видел, друзья, такую игру просто нельзя не запустить. Заодно как раз таки можно послушать, как здесь музыка работает. Это, наверное, самая вот одна из
впечатляющих игр на Sega. Кстати, Duke Nukem 3D на этой приставке я тоже тестил. И он тоже отлично работает. Вроде как я знаю, что он не на всем работал. А здесь же все беспроблемно запустилось. И причем такое ощущение, что он даже работает, не знаю, в ускоренном режиме. Прям идеально работа. О боже, Zero Tolerance, друзья. Я даже не знаю, сколько часов в ней провел в свое время, на самом деле. Просто до хренища. Она настолько, помню, впечатляла меня в свое время. О, звучит ничего себе как. Че, погнали? О, какой экранчик маленький. Он какой был маленький, такой и остался. Блин, я вот серьезно вам говорю, я вот помню в детских воспоминаниях, что меня не бесило, что она медленно работает как-то. А сейчас, когда играл на Sega Stick, мне как-то срано казалось, как будто тормозит, что ли. И вот действительно, она совершенно нормально работает. Я не знаю, сколько она FPS выдает. Но ты, когда играешь, тебя это реально не раздражает. Совершенно нормально вообще. Блять, что так сложно? Он почему-то как будто у меня садится все время. Кстати, это дробан или что? Это нормальная штука. Дальность прорисовки, конечно, такая забавная. Прям ровно ничего там, ни хера не видно. Слушайте, играли же в свое время, помню, круто казалось. Сейчас, конечно, но вот, блин, вот из-за этого вот маленького экранчика вот действительно немножечко, скажем, трудновато и играть по мне так. Уф. Помню, тут уровни просто до хренища вообще. Блядь, давай, лови. Шутан, друзья. Причем, кстати, вот чем вам не Doom на самом деле на Сеге, да? На самом деле по озвучке, вот сейчас скажу, я играю. Вот, блин, серьезно. Сложно сказать, что она прям сраная какая-то. Конечно, если, наверное, рядом включить оригинал, послушать, как звучит там, потом разные ревизии, послушать там, как звучит, то вы, наверное, скажете в конце, ну, типа, тут звучит не так, как надо. Но базара нет, друзья. Но, в принципе-то, опять же говорю, приставка делает свое дело. И на телеке, кстати, у меня даже если звук вводится по моно, то он выводит его на 2 динамика. И, в принципе, мне отлично, на самом деле, все работает. Не, ну, Zero Tolerance, кстати, прям нормально пошел. Мужики, у меня пистолет еще вроде оставался. Давай, пистолет доставай. Блять. Стреляй давай. Господи, как туго-то. Не, ну, ребят, проверили 3D-шутанчик, так сказать, да. Все работает тоже шикарненько. Можно дробан доставать обратно. Лови дробан. Попал, ни хрена себе. Слушайте, вот реально говорю, мне кажется, я прям готов уже сидеть стримить. Слушай, ни хрена оружие накидали. Затягивает все равно, вот реально, вот геймплей просто базовый, друзья, вообще базовый, прям, не знаю, реально неплохо играется. Я даже автоприцела никакого нет, вообще похер. Пока кто-то играет в Stalker 2, когда он только вышел, я в Zero Tolerance запустил, и мне прям отлично. Конечно, не такие красивые локации здесь, базару нет, но... Хотя тоже, да, вон, пожалуйста, там выход в космос, чем, друзья, некрасивая локация, смотрите, там планеты, звезды видно. Так, ну что, давайте еще что-нибудь запущу. Рок-н-ролл рейсинг, если он есть. Посмотрим. Вообще, посмотрю в русских играх, и если вот там на русском нет, то, в принципе, ничего страшного, потому что Top Gun, Том и Джерри, Терминатор, Street of Rage, кстати, есть тоже, блин, ребята. Блин, ну, кстати, зачетный. А вот Road Rush хочется. Давайте, кстати, Sonic 3D вроде требовательный. Знаю, что много где не работал. Давайте сейчас его здесь проверим, друзья. На него вроде кто-то жаловался в свое время, но не на этой, может, приставке. Но читал, что он не везде работает. Тут сейчас мы карик прошьем, если он запустит, значит, приставка вообще всеядная. Хороший тест.
Да, довольно-таки долго он, конечно, есть, что карточку прошивает. Может быть, если Everdrive настоящий брать, там, наверное, будет, может, как-то все это делать быстрее. Тут он, в принципе, пока с памяти удалит, потом, когда в память обратно игру вошьет, ну, засунет, оно, конечно, нормально. Ну, хотя, что, минутку, наверное. Считайте, как это в реальной жизни у вас бы начало время, наверное, на смену картриджа и на поиск картриджа нужного. Главное, все работает. Это самое главное. Сейчас вот считывает, смотри-ка, долго-долго читает, а. Блин, запустил. Да, запустил. В 3D, мужики, Соник. Помню, в свое время Соник не особо в 3D популярный был, я бы сказал, даже что говёный. Как-то он... Уф, какая за... Это просто, на самом деле, для тех лет, наверное, охереть, как круто была такая заставка. Вы прикиньте, реально на Сеге 3D игры. Ну, это как бы мы знаем, друзья, что это не 3D, да, но для Сеги все равно это впечатляющий уровень. Так сказать, попытка. Слушайте, работает вообще на ура, друзья. 0 косяков, просто. Все 60 кадров в секунду, они здесь есть, они не потерялись. И действительно работает все просто отлично. Вообще ничего не скажу. 0 нареканий. Даже, кстати, реально впечатлен в плане графики, что это даже на Сеге такая штука была. Я тоже не фанат, друзья, 3D Соника, честно вам скажу. Вот, по мне так лучше все-таки классические Соники, но, в принципе, ну, наверное, интересно было поиграть в такую штуку. Но я, кстати, помню, в свое время в него играл, мне что-то он тоже не особо, как-то помню, впечатлил. Ну, как бы мне прикольно было, да, но, блин, понимал, что что-то не то здесь, короче. Но для теста эту игру интересно было запустить, потому что действительно все за счет тут работает. Чем херня? Слушайте, а хернуть, вот можно. Все кольца эти, ребята, растерял. Мне интересно, что когда на воду наступаешь, даже какая-то вот вроде бы реакция есть у воды, что это наступило. Это что у нас такое? Мужики, ну че вам? Ну вот смотрите, какой интерактив-то, прям охренеть можно. Не, ну тут, друзья, реально. Мне кажется, если уж эта игра работает, то, ну, блин, уже и Duke Nukem 3D, и Zero Tolerance работает, и это работает, ну, прям, как говорится, уже, ну, правда, сложно до чего докопаться. Причем работает шустро вообще, ни лагов, ни проседаний, ни хрена нету. Я уже не помню, что хотел запустить, да, это Rock'n'Roll Racing, наверное. Road Rush еще, может быть, если есть. Но я думаю, что следующий этап это действительно нужно делать стримчанские. Urban Strike. Кстати, что не игра, то легенда прям вот в этом списке, на самом деле. Думаю, они тоже шарили, пираты что переводить, они не переводят, наверное. Story of Thor, кстати, просто охренительная игра, на самом деле, ребята, это РПГшка, вот она здесь есть. Мне кажется, что на русском тоже можно ради интереса ее пройти с полным переводом. Шиноби, кстати, блин, Шиноби вообще, мужики. Тоже в нее, помню, нормально так зависал за счет, ну вот они, Road Rush пошли, Road Rush 3. Ну, давайте запустим его, посмотрим. Он, кстати, не весит немного, наверное, сейчас быстренько он его прошьет, карик. Томительное ожидание. Так, кстати, Sega сдалека, когда сидишь, не смотришь на нее вплотную, кажется, что у тебя реально стоит полноценный настоящий Mega Drive 2. Ну, невооруженным взглядом прям так и выглядит. Сложно сказать, что какой-то говнище копия лежит. Но на самом деле нет, не совсем не китайщина, так кажется, расстояние. Но по факту, ребят, мы тут знаем правду. Road Rush, музыка прям, ребят. Тоже вот, ребята, это одна из тех игр, в которой я, блин, не знаю, сколько часов провел вообще. Помню, тоже в свое время впечатляло, что можно драться было, управлять мотоциклом интересно, и когда ты с него падаешь, то можно было пешком пробежаться. Необычно, необычно на самом деле.
Вот единственное, что скажу, что в Road Rush прям видно, что картинка немножечко не самая лучшая. Именно потому, что сильно размывает. Ну, во-первых, это у нас композиция чистейшая. Во-вторых, еще эффект радуги, конечно, прям уж сильно по глазам бьет на самом деле. Не нравится мне это. То есть, блин, если бы, в принципе, я скажу, не эффект радуги, на самом деле, то если, то есть, точнее, работал бы нормальный RGB кабель, мне бы не хотелось оригинальную Сегу. То есть, в принципе, по звуку на самом деле все равно, потому что все равно телек выводит на 2 динамика. Вот, но, блин, конечно, радуга... Он даже не улетел. А радуга в глазах, конечно, выглядит прям не очень. И уж слишком сильно картинку размывает, мне кажется. Уж мы-то, ребят, знаем, что на РГБ такого бы размытия, конечно же, не было. Такое ощущение почему-то, что звука не хватает какого-то в этой игре. Может, пиратка такая, не знаю. Помню, еще есть прикольно, когда на финиш приезжаешь, там маленькую сценку показывали. Кстати, как понять еще, каким я еду? Вот интересно. А, 7 место. Ну-ка, она реально сложная игра, а? Помню, доходил, по-моему, каждый раз до Японии. Дальше не доходил ни разу. И вроде там Япония это уже прям, наверное, чуть ли не самый конец. Помню, что очень классная трасса, мне нравится. Помню, что самая первая вот эта трасса, мне она прям реально как-то неинтересная. И музыка мне здесь не нравится. Ну, неспроста она самая первая тоже. Пятый, ребят, сейчас четвертый будет. Давай там хернем. А жалко, что цепей нет. Охота цепями было. О, там прикол. Охота было цепями его хернуть. Интересно, что в таком же стиле выпустили Skitchin потом игру. Ну, или до этого, или в то же время. И причем Skitchin тоже на роликах. Мне, помню, в свое время нравилось в нее играть. Я прям реально находил его классный. А сейчас я как-то тоже запускал на Sega Stick. И что-то как-то не очень пошло. А когда мелкий, помню, был, думаю, блин, круто, такой картридж. Причем интересно, что в игре на самом деле, ну так по факту покажут, что полный беспредел. Прям нравилось, так интересно это было. Помню, все время там типа на роликах гоняет, круто, вообще там за тачки цепляется. Помню, в свое время тоже очень хотел на ролики. И что-то, кстати, так и не срослось. Так и не погонял на роликах, на агрессах. Сейчас уже, конечно, подпенсионерился немного, друзья, на это делал. Блин, до финиша охота доехать. О, финиш, доехали, ребят, второе место. Слушайте, ну хоть где-то сегодня получше пошло. Помню, реально заставки смотрел, эти нравились прям. Ну, зачетно. Так, ну здесь у нас, ребят, магазин еще есть. Прям карьера, да? Мотики, тюнинг есть, да? Более мощный двигатель. Все, поставили, друзья. Подвеска. Шины. И еще у нас, короче, на обвес уже бабок нету. Но мы прям прокачали байк. Интересно, да, ребят, задумайтесь, что режим прокачки есть на самом деле. Блин, ну что тут сказать. Это, по-моему, Англия. Кстати, он реально наваливает сразу. По-другому стал управляться. Блин, не помню, это, наверное, не Англия все-таки, друзья, что-то не похоже. Не, ну работает реально отлично. Вот знаете, я только что на радугу жаловался, а я уже сейчас сижу, ну сколько там, минут 5 играю, мне уже она не мешает. Может быть, не буду настоящую Сегу искать. О, это копы? Точно, точно. Забавно, что зеркала заднего вида есть. А, трамплин. О, попал. Саундтрек, конечно, душевный. Чуть не влетел. Блин, я что-то прям подлип, друзья. Давайте еще одну игру какую-нибудь проверим, наверное, не знаю. Сделаем уже заключение. Так, ну что у нас там еще осталось, друзья, что можно такого включить? X-Men, кстати, остался. X-Men, кстати, красивый, вроде там даже снег идет, не помню в какой из частей. Или это в Росомахе, я не знаю. Так уж не могу вспомнить. Street of Rage.
Давайте рок-н-ролл рейсинг, друзья, на прощание запустим. Потому что там у нас и музычка есть, и вроде она тоже была проблемная на эмуляциях и так далее. Там, по-моему, если вдвоем подрубаешься играть, то сейчас посмотрим, как здесь все работает. Кстати, удивлен, что у нас все, мегабайтик есть. Прикиньте, да? Целая игра на 1 мегабайт. Текст пострадал. Let the carnage begin! Viper is about to blow! Viper fades into last! Snake jams into first! Viper looks lost out there! Блин, все заряды словил. О, подорвал, подорвал. Snake is dominating the race! Shred is about to blow! Вроде норм звучит, но как будто что-то не так. Viper looks lost out there! Мне кажется, игра такой крутой стала только за счет своего саундтрека. Опять на эти шипы наехал. Shred is about to blow! Last lap! Snake is dominating the race! И интересно, что озвучка тоже есть. Это, блин, настолько необычно на самом деле. Rip fades into last! Блин, сейчас не подобрал деньги. Не, ну рок-н-ролл рейсинг, ребят, прям вообще отлично работает тоже. Ну, абсолютно вообще ноль нареканий по этому поводу. Давайте следующую гонку. Вроде сейчас другая планета будет. The stage is set. А то же самое. Блин, давай, давай, давай. Нифига мне захерачили. Snake launches himself! Вылетел, ни хрена себе. Snake looks lost out there! Viper is dominating the race! Что-то сложно, мужики, пошло уже, да? С второй гонки. Viper is about to blow! Че прям подлип. Into first. Snake looks lost out there! Блин, не попал. Shred is dominating the race! Вот что вылетел, то что я прыгнул слишком сильно. Сейчас этому, короче, мину подложим, мужики. Бедняга. Фига, первый меня уже догоняет. Fades into last! Хрена, я по нему захерачил, ему пофигу. Последним приехал, наверное. Scores a first place knockout! Rip! Не, ну... Фикс можно, кстати, сделать. Слушайте, а здесь нету возможности музло погонять просто, да? Не, нету. Ну что, друзья? Я думаю, что
Нормально так потестили на самом деле. Мне даже, наверное, все-таки добавить нечего. Мне кажется, что приставка... Не могу вас ориентировать, стоит своих денег она или не стоит на самом деле. Так что давайте по конкретике. Она работает, все запускает, все хавает, ничего не тормозит, ничего не лагает. Картинка не самая лучшая, и звук тоже не самый лучший. Это реально вот ее минусы. Комплект, несмотря на то, что красивая коробка, оставляет желать лучше, потому что геймпадами пользоваться вы не сможете. А встроенные игры просто помойка полнейшая, вот, и это тоже вам нахрен не надо будет. Так что по факту вам, покупая эту консоль, придется еще и дополнять ее на самом деле, как я и сделал, и даже немножечко пожалел, потому что я потом посмотрел, мне по цене, на самом деле, оригинал бы, наверное, вышло, ну, столько же купить, сколько вот эту помойку и докупать к ней геймпады. С другой стороны, если вам очень сильно хочется Сеги и ничего под рукой нету, вы только вот это нашли, можете купить, отвести душу, поиграть в игры от оригинальной Сеги без проблем. Все картриджи запускает встроенные игры, ребят, и она также у вас запустит флеш-картридж. Это сильно очень хорошие, приятные новости. Так что, в принципе, опять же, с поставленной задачей отвести душу, она отлично справляется. Но если вы от нее ждете что-то больше, вы хотите прям вот, чтобы у вас была прям Сега с хорошей картинкой, чтобы там все как положено было, да, это вы можете, друзья, забыть, к сожалению. Вот в остальном же, опять же, да, при покупке первое, что нужно сделать, так перевести, у меня, кстати, сбили, перевести ее в NTSC режим, потому что PAL это, ну, полная помойка. И второе, что забыл сказать, в PAL, ребят, у нас были сверху и снизу, ну, вы это видели до этого, да, черные полосы. Теперь в NTSC у нас ничего нет, так что от NTSC одни плюсы. Никаких полос, отличное изображение, на весь экран оно, наконец-таки. И плюс еще хорошо работает звук. Так что в этом плане все отлично. Кстати, контуру я сейчас не запустил при вас, но до этого я проверял. Contra Hard Corps работает тоже идеально, друзья. На самом деле все работает просто отлично, поэтому конкретно ничего плохого по работоспособности я, друзья, не скажу. На этом давайте я закончу. Если вам понравился обзор, друзья, то обязательно напишите мне, скажите, что вы думаете об этом, брали бы себе эту Сегу или нет. Ну и предлагайте, может быть, какие-то другие идеи, чтобы я продолжал делать обзор. На этом, друзья, буду с вами прощаться. Еще раз извиняюсь, что забыл записать отдельно музыку и сравнить звучание PAL NTSC, но я думаю, что там и так все хорошо слышно. До скорых встреч, друзья. Сдох написано, кстати. Перевод отличный, извиняюсь.